Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что я миротворец и христианский пацифист, и я приглашаю к себе в телеграм-канал «Станкевич объясняет». Там много интересного каждый день. Ну, знаете, каждый день на самом деле много интересного. И пока весь мир, ну вот с какой-то неописуемой, непонятной эмоцией на лице наблюдает происходящее в Непале, где свергают правительство, пинками бьют министра финансов, уходит премьер-министр, который недавно приезжал к Путину и имел встречу, Непал, который между Думаете, Индией... здесь есть причинно-следственная связь? Ну, тонкое оно есть, потому что совсем недавно прошел ШОС, да, и самое это интересное, да, вот мы как ценители и аналитики, да, всего происходящего, политически имеется в виду, можем же посмотреть в корень проблемы. Но вот вам на поверхности запрет соцсетей, а вместо действующих властей хотят выдвинуть рэпера и тиктокера популярного. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим, и очень часто повторяем, что западный мир сходит с ума, а, элиты вырождаются, в общем, миропорядок меняется, а вот там, на Востоке, или в Азии, или там, да, вот где-то еще есть вот такой оазис, там, оноцентричного отношения, справедливости, глобального управления, о котором говорит Си Цзиньпин. Мы понимаем, что вообще это или легко поджигается в любой точке мира, или касается всех. Что думаете? Ну, я бы не придавал глобального значения тому, что происходит в Непале. Да, там бунтуют э, не палки и не пальцы. Вот. И чего, собственно, эти не палки и не пальцы хотят? Большая рождаемость, значительная часть населения моложе 25 лет, все сидят в интернете, тут вдруг неосторожно кто-то затронул эту поляну в виде интернета, где все отрываются и развлекаются, ну и вот пошло-поехало, тем более, что легко в этих же соцсетях быстро договориться и выйти. Но это вовсе не какая-то революция и даже не Майдан. Кстати, любопытная деталь. А чего это вдруг 18-летние сосунки пошли целенаправленно на второй день бунта, пошли целенаправленно в офис генерального прокурора, вытащили уголовные дела, бросили на площадь и начали сжигать? Это значит, что серьезные взрослые дяди за это заплатили. Да? В общем, я думаю, что это инцидент пока что, но рядом находятся две важные страны, два евроазиатских гиганта, Индия и Китай. Дело в том, что еще географическая и природная особенность Непала, там горы и джунгли. Там, если вот этот инцидент превратится в смуту, с военными действиями в джунглях, то это может продолжаться очень долго, достаточно долго, чтобы внешние заинтересованные силы успели эффективно вмешаться. И это ни в коем случае не интересует ни Индию, ни Китай. Я думаю, они сейчас сделают все, чтобы побыстрее этот пожар локализовать и погасить, чтобы восстановить нормальное функционирование непальского государства на радость ни пальцем и ни палком. Ну, знаете, как бы так вот из подвала чувствуешь себя немножко не пальцем или не палкой, когда видишь условно то, что происходит в Украине с этими картонками, да? То есть Да. тут, понятное дело, там не сжигали еще парламент, кабинет министров, премьера пинками не выгоняли, в общем, министров не били, но мы прекрасно понимаем, что технология просто ну, наложенная на другую реальность. Если мы все-таки перенесемся к вот этой другой реальности. Кажется, Зеленский вообще в альтернативе находится. Вот просто он по-своему видит мир. Говорит, пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем. Говорит о том, что, ну вот, собственно, там на канале ABC, да, вот дает свое интервью и делает это вот на разваленном заводе. Вообще складывается такое очень горькое впечатление, что
вот всегда же Зеленский и его команда это были такие мейнстримные хайпажоры. У них постоянно идет сводка по разным тем или иным социологическим исследованиям, отношениям к тому, к другому, а им это надо, им же надо еще с квартала об этом, надо шутить о том, что волнует народ. Только сейчас они руководят, да, срезая. Да, это медиазависимые и аплодисментозависимые люди, это верно. И вот понимаете, в чем дело? Но кажется, и они уже отстают. Почему я делаю такой вывод? Потому что, ну, вот этот прилет обломка Искандера в Кабмин, здание НКВД в прошлом, это вот позавчера. Видимо, что-то не докрутили, качали вчера еще с послами, показывали, демонстрировали фотографии, видео, потому что у многих возникли вопросы. Ну так покажите видео, это же самое защищенное место в столице. Но этого мало, нужно дальше идти. А дальше что? Нам сегодня показывают Яровую. Вообще ужасная ситуация, 23 человека погибли, пенсию выдавали, и российская авиабомба угодила как раз туда. Люди, которые оценивают это с разных углов, да, они с одной стороны, конечно, трагедия безумная. С другой стороны, мы видим, что Минобороны отчитывается, что по скоплению личного состава был нанесен удар. Значит, кто-то передавал какие-то координаты не туда и не те. С третьей стороны, мы видим, что политически брать и показывать, а этого давно не было на канале Зеленского, который называет себя президентом, вот кадры сродни Бучи, когда вот камера проезжает по условно трупам, это ведь тоже подчеркивает очень важную потребность в западной помощи. На фоне сообщений в СМИ, что 300 миллиардов на этот год гривен не хватает в бюджете для того, чтобы воевать. Отстает ли Зеленский? И почему, собственно, не совсем лихо работает старая матрица? Ну, сначала про Искандер. Не случайно прячут видеосъемку, это понятно, потому что, скорее всего, попала ракета ПВО. Там очень высока насыщенность средствами ПВО и ПРО. Понятно, что они полили, прикрывая правительственный квартал, и понятно, что одна из ракет вполне могла отклониться по многим причинам. Это обстоятельство надо как-то прикрыть, слишком уж символически оно невыгодно, ну, и поэтому все остальное. Но кроме того, конечно, вот вторая трагедия, которую вы сказали, она существенно значительнее, когда массовая гибель людей происходит. Почему показывают и раскручивают? Это тревожный сигнал, потому что, значит, нужно поднять градус ненависти, он опасно опустился. Знаете, это как у наркомана или алкоголика, когда когда содержание спирта в крови ниже критического уровня, нужно срочно выпить. Вот здесь, видимо, возникла потребность поднять градус ненависти, и не дай бог возник заказ на Бучу-2. Вот, для того, чтобы была некая картинка, чтобы оправдать отказ от разворота к миру. Вот не хотелось бы так думать. Теперь о психологии, с чего вы начали. Да, трансформация психотипа, психологической структуры личности и у Зеленского, и у его окружения, несомненно, произошла за последние более чем 3 года. Но я не думаю, что настолько фатальной была эта трансформация, чтобы полностью вот вытеснить реальность во внутренней картинке. Нет, они видят реальность, но они рисуют отчасти для себя и в большей степени для украинцев, для населения Украины, рисуют другую реальность и пытаются ее всячески насаждать через подконтрольные СМИ. Это в этой другой реальности, но нарисованной. Внутри они у себя ее не осознают. Так вот, в этой второй нарисованной реальности, да, Украина якобы побеждает. Хотя на самом деле я был бы готов, вы знаете, с этим тезисом согласиться. Просто не сейчас. Вот с тем, что Украина побеждает. С тем, что Украина побеждает и может победить. Потому что если сейчас будет, наконец, зафиксировано фактическое состояние дел, а фактическое состояние дел – это управляемое неполное поражение Украины, ну, таковым оно стало просто на поле боя и по всем другим параметрам тоже. Потому что в современной войне воюют не солдат в окопах. У солдата в окопах солдатская
правда. Да? У офицеров, которые их отправляют в бой, офицерская правда. Но есть еще правда геополитическая, стратегическая правда. И вот там воюют государственные системы. И уже очевидно, что та государственная система, которая вот сейчас существует в Украине, она безнадежна. Она проигрывает не только на поле боя, она исторически себя исчерпала и проигрывает. Но от этого Украина, большинство украинского населения выиграет и действительно победит. Чем скорее население избавится от вот этого пребывания в заложниках у корпорации войны, а правит корпорация войны, заинтересованная в ее продолжении. Вот корпорация войны потерпит поражение и подпишет капитуляцию, а украинское население от этого выиграет, победит. Победит, потому что получит будущее, шанс на нормализацию и народной, и государственной жизни. Я даже хотел в конце это приберечь, но, может быть, прямо сейчас об этом скажу. Вы знаете, я жду, когда в Украине возникнет партия «Ум». Украина мирная. Из двух слов. Украина мирная. Вот сокращенно «Ум». Вот я думаю, эту партии пора уже как-то возникать. И лозунг этой партии, да, мог бы быть на выборах «Возьмемся за ум». Или избиратель, возьмись за ум. Это было бы, по-моему, очень уместно. Можно также еще один лозунг использовать. Сделаем Украину мирной, опять мирной. 2 раза повторим. Сделаем Украину мирной, опять мирной, и будет с умом вместо мага. Ну, это напрашивается, потому что нужна какая-то политическая сила, которая консолидирует чаяние 70-80% населения скорее перейти к миру. Ну, миром не пахнет. Пахнет А не наоборот. очень. Собственно, мы видим, что несмотря на внутренние политические дрязги и проблемы, большие проблемы в Европе. Я сейчас имею в виду конкретно Францию, конкретно Германию. На Франции остановимся отдельно, потому что именно из уст Макрона прозвучало, что 26 государств готовы или денежкой, или военными помочь, так сказать, Украине. На фоне этих проблем мы видим, что, то есть Европа хочет тянуть вот это бремя. И только какой-то неистовый такой процесс соревнования, соцсоревнования по санкциям, во что превращают американцы вот эти все дальнейшие потуги европейцев в помощи Украине повоевать, нас наводит на очень хитрый план Трампа. Хитрющий, заставить Европу заплатить. Он ее уже заставил заплатить 2 штты, а так он хочет ее заставить заплатить 3 штты. Причем Путин как бы вроде и не против. Ну вот так складывается такая комбинация. Или хочет содрать 3 шкуры. Это такая символика ближе к нашему миру и к нашим пенатам. Так вот, что происходит с Европой? Очень любопытная вещь. Европа попала в ловушку Трампа. Вот эмиссары европейские отправились к Трампу, сначала там между собой посовещавшись с неким планом, который очень не понравился Уиткофу, как мы видели. Но они транслируют Трампу этот самый план сначала по телефону, в телефонном разговоре, а сейчас они туда перемещаются и должны вот-вот предстать пред очами в очередной раз своего босса. Что-то часто они зачастили вот этими перелетами через Атлантику по любому поводу, в любой непонятной ситуации лети к Трампу. Это правило для европейского руководителя. Так вот, что они ему транслируют? Сейчас по телефону, а потом устно. Следующее. Значит, давай, Трамп, организуй вот наш Еврокорпус, веди нас в Украину, обеспечь нам бесполетную зону, потому что без того, чтобы была бесполетная зона над подконтрольной Киеву
части Украины мы, отважные европейские воины, не рискнут туда сунуться. Вот. А мы туда зайдем и будем таким вот вторым, третьим эшелоном, будем там присутствовать и что-то гарантировать при этом, пока нас прикрывает бесполетная зона. Причем бесполетная зона должна обеспечиваться и на земле в виде системы ПРО, которую создают Соединенные Штаты, и, ну, соответственно, в воздухе истребителями, базирующимися там неподалеку где-то. Значит, вот есть бесполетная зона, есть Еврокорпус на украинской территории. Нет бесполетной зоны, ну, что делать? Нет и Еврокорпуса. Но что обязательно требовали эти самые европейцы в телефонной беседе с Трампом? Ни в коем случае не отказываться от санкций, не сворачивать их, наоборот, усилить их резко и обязательно ударить самыми страшными санкциями, какими только можно, по покупателям российской нефти, то есть по Индии и Китаю в первую очередь. Китай покупает на сегодняшний день примерно 50% экспортируемой Россией нефти, а Индия еще 40 примерно. Ну, чуть меньше она просела сейчас, но близко к 40. Вот. Значит, по ним должен быть нанесен страшный удар страшными тарифами со стороны Соединенных Штатов. Значит, что ответил им Трамп? Это важно знать и оценить по достоинству. Трамп сказал: окей, допустим, но сначала вы покажите пример. Вот передо мной статистика, как вы торгуете с Индией и как вы торгуете с Китаем. В том числе, сколько нефтепродуктов, очень дешевых нефтепродуктов вы покупаете из Индии, а они сделаны из российской нефти. Так вот, покажите мне пример, введите-ка вы супер страшные санкции против Индии и против Китая. И как только вы это сделаете, я посмотрю, как это у вас получилось. Может быть, я вот этому примеру вашему практическому последую. Не исключено. Но сначала вы. И это, конечно, удар ниже пояса для европейцев. И вот сейчас им придется в очередной раз это назидание выслушать, потому что ничего подобного не может сделать Евросоюз ни в отношении Китая, ни в отношении Индии. В отношении Китая все количественно очень сложно, потому что ну, оборот там 731 миллиард торговый оборот, причем, ну, говорят, а вот в Соединенных Штатах там свыше 900 миллиардов, да, торговый оборот. Но в США более половины этого торгового оборота, в 900 с лишним миллиардов, это услуги, дорогие друзья. А вот с Китаем, а с Индией я чуть позже скажу, оборот-то в основном товарный. И вот в этих, значит, 731 миллиард, там главным образом сидят товары, и по таким товарным позициям, как электрооборудование, там, аудиооборудование, как офисное оборудование и всевозможные там дата-центры, туда же входят и компьютеры, и их комплектующие. Добавим туда, они по объему не очень велики, но критически необходимы эти самые редкоземельные металлы и постоянные магниты, по которым Китай 90% мировой торговли контролирует. Так вот, если все это взвесить, то никаких санкций серьезных Евросоюз ввести против Китая не сможет. И более того, вот сейчас там они что-то попробовали чуть-чуть ограничивать и кое-где поднимать какие-то пошлины. Кстати, не с политическими условиями, а просто требуя огромный дефицит в торговом балансе уменьшить со стороны Китая. Что сделал Китай? Он с 5 июля на 5 лет ввел пошлину только одну очень... Ну, он несколько там слабых, но главная убойная пошлина, знаете, какая оказалась? 35% на все бренди и коньяки из Евросоюза на 5 лет. Что вы думаете? Значит, это сделано было с 5 июля, то есть недавно. Что вы думаете? Продажа бренди и коньяков французских, а это же золото чистое, да, упала на 70% в Китае. И это ужас, потому что крупнейшие производители, в первую очередь во Франции, конечно, возопили немедленно. Это был их премиальный рынок. Столько они нигде не зарабатывали, даже в России, при всей любви россиян к этому замечательному напитку. Вот. То есть даже вот с такой мелочи уже
прокололись европейцы. И, конечно, дальше не пойдут. Но еще интереснее, извините, я чуть-чуть затяну свой ответ, но это важно. А еще интереснее ситуация с Индией. Дело в том, что да, вот сейчас по торговому обороту товарами, и в том числе по поставкам вот тех групп, которых я сказал, а это важно стратегически, а кроме того еще и потребительские товары заполняют сейчас Европу, полки Европы и помогают поддерживать потребительский рынок на достаточно низком ценовом уровне. Так вот, эта зависимость обременяет, конечно, серьезно Евросоюз. Они ищут альтернативу не первый год и видели Индию вот такой альтернативой. Последовательно развивают диалог с Индией. Подписали еще в 2004 году соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписали еще некоторые важные бумаги уже в 2021 году, уже предчувствуя какие-то осложнения, да? Сотрудничество в сфере там, крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Они и, кстати, продвигаются в сторону создания двусторонней на двоих зоны свободной торговли. Очень далеко продвинулись. И это действительно было бы великим для них достижением, для Евросоюза, и огромным облегчением бремени, если бы это получилось. Вот в этом самом инфраструктурном сотрудничестве у них есть коронный проект. Это, значит, Индо-Ближневосточно-Европейский транспортный коридор. Еще раз, Индо-Ближневосточно-Европейский транспортный коридор. Надо соединить сначала Индию с Ближним Востоком, а затем Ближний Восток с Европой вот таким единым инфраструктурным коридором. Там все виды транспортировки. Вот. И вы представляете, насколько это было бы для Евросоюза выгодно? Да? Там еще добавляется у них газопровод из Омана на территорию Индии. Вот это все в очень продвинутой стадии. В это все уже вложены миллиарды на подготовительной стадии. И что вот все это Евросоюзу сейчас бросить, всю эту мечту, найти в Индии альтернативу и спустить все в унитаз буквально, только ради чего, объявив, соответственно, значит, безумный ради чего? Подождите, ради Трампа. Ради Трампа. Но Трамп не настаивает. Но Трамп не настаивает. Он говорит, вы хотите. Покажите пример. Это же вы от меня требуете. Ну так покажите пример. Здесь же есть логика абсолютно несокрушимая. То есть они должны как бы взять здесь на себя полную ответственность и заплатить полную цену за это безумие абсолютное. Да? Но с другой стороны, все же понимают, что этого не произойдет. Но Еврокомиссию в полном составе просто сожгут. В центре Брюсселя, там есть замечательная, красивейшая площадь в центре Брюсселя. Не приходилось там бывать. Вот на этой площади сожгут в полном составе Еврокомиссию, если она только попытается что-то подобное реализовать. Поэтому не будет никаких страшных убивающих санкций против главных покупателей российской нефти. А Китай, кроме того, вообще, вот когда был там саммит в Китае и потом события всякие в Пекине, о чем Китай объявил? Это мало кто оценил. Китай объявил о создании энергетического альянса с Россией. То есть этот альянс охватывает и нефть, о которой мы сказали, а в прошлом году 108 миллионов тонн Китай купил нефти, 108, чуть больше даже, миллионов тонн. В этом году будет больше. Значит, Китай купил в прошлом году 50 миллиардов кубов газа, в этом году будет больше, да, а подписался на удвоение этой суммы в перспективе, построив силу Сибири-2. Ну и так где-то 94 миллиона тонн угля тоже пошло из России в Китай. То есть это вот такой многотоварный энергетический альянс, который прочную основу создает финансовую для российского бюджета. Даже если что-то случится, не дай бог, с Индией, а с ней ничего не случится, уже это понятно. Вот такова ситуация. Поэтому нет варианта, как силовым давлением сломать тренд, который нас вот несет в сторону мира на основе признания УНП управляемого неполного поражения Украины, которая, подчеркну это еще раз, является победой для украинского населения, для нормальных, вменяемых граждан Украины.
Смотрите, вменяемости, конечно, нужно отсыпать еще, да, многим гражданам Украины. А, Я имею в виду те, которые присосались к войне, которые в элитах. Как вы думаете, ситуация на фронте а, будет этой осенью галопирующим образом меняться и как бы тоже принуждать к резким изменениям? Или мы увидим, ну, в принципе, то, что видели все лето, продвижение постепенное, с разными инсинуациями по квадратным километрам? Ну вот в этой корпорации войны, которая сейчас управляет Украиной и держит остальное население в заложниках, у нее в ходу для внешнего употребления, внутри-то они в это не верят, но в ходу такой миф о том, смотрите, как медленно, да, мы отступаем, но смотрите, как медленно мы отступаем. Да, вот таким образом потребуются годы и годы. Вот столько-то лет, чтобы там взять один город, столько-то лет, чтобы дойти до Днепра и так далее. А уж дальше вообще все в туман веков уходит. Ну, лукавство это. Лукавство и попытка вот нарисовать несуществующую реальность. Я уже говорил, что современная война – это война государственных систем. Я уже говорил. Более того, мне нравится такой голландский теоретик войны Ван Кревельд, который говорил, что если раньше война была войной технологий, вот, когда там, ну, мы еще видели это в двух войнах против Ирака, когда американцы там легко побеждали, именно ведя войну технологий. Вот. А то сейчас война – это явление культуры. То есть, где не просто государственный механизм сильнее, а где вот это соединение государства и общества в некоторую целостность, где оно естественное, гармоничнее и сильнее, вот там и победа. И это вопрос только времени. Потому что если даже вот такая более сильная общественно-государственная система отстает в каких-то технологиях, на первом этапе войны, да, то чуть позже оно догонит и перегонит, выработав необходимые какие-то технологические новшества. Если там не хватает личного состава, то чуть позже оно доберет и переберет, покажет в 2-3 раза больше. А сейчас, судя по заявлениям украинского главкома Сырского, это и происходит. Он говорит, что в 2-3 раза больше в целом на стороне России живой силы, а в отдельных местах, где наступление готовится, можно создать перевесы там и в 5-6 раз. Вот. То есть вот это преимущество в виде дееспособности, сплоченности, разделяемых каких-то целей в общественно-государственной системе, вот где это преимущество проявляется в большей степени, там и происходит победа в войне. Смотрите, ну давайте так. Это все очень звучит красиво и пафосно, но давайте будем откровенны. Война – лучшее место, чтобы украсть, лучшее место, чтобы обмануть, перехитрить, кинуть и ценой жизни другого добиться своего какого-то или повышения по службе, по рангу, или каких-то других историй. И когда вот это все рассказывают, например, ну вот смотрите, там Россия и Украина, там они разные. Да такие точно. В сеть сегодня слили видео советника губернатора Курской области, там типа военкора, благотворителя, Алехина, кажется, да, то есть он там на видео с бизнесменом говорит 200 лямов, ну 200 миллионов, 150 мы там все закупаем для фронта, все, что нужно, 50 прилипает, делим, все по-братски. И это все демонстрируется, эти губернаторы Курской области, ну вы же как бы, ну тоже отслеживаете ситуацию, их там периодически перетрахивают, так сказать. По сути, в Украине то же самое. В Украине сейчас идет война НАБУ и САП. Ну, конкретно. Опять отложили вот этот вот рассмотр дела детектива НАБУ, которого, собственно, приняли. Поймали депутата, типа завербованного Россией, который должен дать показания. Короче, отбивают свои капиталы, потому что вышли, получается, на след. Финансовый след. Ну, только вот на самом верху.
Понятно, что там цена вопроса 200. Я о том, что принципы подходов к войне те же самые. Ну, те же самые. Есть некоторые моменты сходства, но есть и серьезные отличия. Все-таки в Украине в Украине одна картинка, мы сейчас ее коснемся, а вот что касается России, все-таки начали такую существенную системную зачистку и Министерства обороны, и всего, что так или иначе связано с военными действиями, с государственным оборонным заказом, с организацией населения на вот противостояние и так далее, и так далее. Значит, идет борьба, сажают десятками ежемесячно, сажают крупнозвездных генералов, мы видим, вплоть до замминистра обороны. И вот это все-таки дает плоды. Дает, я просто ощущаю, находясь внутри, очень сейчас стали осторожны многие чиновники на самых хлебных должностях. Это видно. Сторожатся. Понимают, что если не сегодня, то через месяц, через два придут за украденными деньгами. Это состояние проникло глубоко в поры общества на всех этажах. И вот те примеры, они скорее положительные. То, что вот нашли, показали тут же и тут же наказали. Что касается Украины, то ничего подобного не происходит. Вот эти самые якобы антикоррупционные действия, которые предпринимаются в Украине, это политическая борьба под видом борьбы с коррупцией. Вот этот погром в адрес НАБУ, ну, настолько сшит белыми нитками, что меня удивляет в этой связи только одно. А чего же это вот западные кураторы и Соединенные Штаты Америки в первую очередь не защищают этих самых детективов? Ведь это же они их отбирали, да? Кадрово. Это же они их учили. Это же они им объясняли, как именно нужно действовать. Это же они, ну, я не знаю, как сейчас, но до самого последнего времени, до недавнего времени, это же они их консультировали, куда в первую очередь нужно идти и что нужно искать. А чего ж теперь-то вот они не могут защитить этих самых борцов с системной коррупцией? И как теперь будет, в частности, Международный валютный фонд себя вести? Ведь он ставил свободную деятельность этих антикоррупционных независимых органов условием продолжения своей помощи Украине как государству. А без МВФ ну, свести концы с концами в бюджете и так дырявым будет крайне сложно. Так что разница все-таки существует. Хотя я согласен, что есть точки пересечения, показывающие, есть сходства родовые, от которых мы еще не скоро избавимся. Что с Францией происходит и что ее ждет? Орбан сказал замечательную вещь. Говорит, Ле Пен не пустят на выборы, потому что она победит. Ну, выборы еще не скоро, но тем не менее уже близятся. Да? Там 1,5 года, кажется, до выборов во Франции. А у Макрона, ну, все сыпется. Смотря до каких выборов, да. У Макрона. У Макрона все сыпется с точки зрения его дальнейших телодвижений. Понимаете? Я вот очень так... Я всегда очень скептически смотрю на тех людей, которые рассуждают и меряют там, вот смотрите, через 1,5 года, а вот через 2 года вот такими. Почему? Потому что война идет каждый день, потому что вот сейчас каждый день вот эти заявления, причем каждый день все подтирают, затирают, убирают. Революция может случиться в 1 секунду, как вот в Непале, да, причем такая. Это, кстати, очень важно отметить, что это первая революция вот этого поколения. Ну, вот этого поколения, там, зумеры, далее как называют, Z, то есть вот эти пока молодые, да, то есть это прям интересно. Ну, арабская весна, вот где-то там лет около 20 назад, она тоже делалась вот похожей возрастной когортой. Я к чему? Я к тому, что быстро все, быстро происходит. Однако, если так разобраться, то а куда спешить? С другой-то стороны. Ну, сейчас основные, например, страны будут переживать смену политических элит, причем довольно серьезную, причем в очень серьезный крен, как бы уйдет одна страна, вторая, за ней третья, четвертая, и когда дойдет очередь до больших условно игроков, членам Совбеза ООН, например, да,
то как-то все и поменяется, само собой. А вот то, что у Макрона все сыпется, и рейтинг 15%, и то это дотянули, как говорят, на фоне вот этих событий, это ведь серьезный удар по Европе как острову сохранения глобалистской, антимаговской истории. Ну, сначала о таком феномене, как европейская демократия. Да, Евросоюз открыто наплевал на европейскую демократию, которая подавалась как образец в некотором смысле. Круче, чем вот знаменитая американская демократия. Это у них там возможны такие эксцессы, как вот победа Трампа, а у нас, дескать, демократия образцово функционирует. Смотрите, сколько у нас партий. Не две, как в Штатах, да? Смотрите, как они красиво соревнуются, смотрите, как регулярно у нас меняются правящие коалиции в парламентах, какие цивилизованные отношения между исполнительной властью и парламентом, как регулярно идет смена власти. Вот на все это наплевали. Наплевали. И да, если нежелательный кандидат может победить, то наплевать на демократию, тем хуже для нее. Мы увидели это на примере Молдавии. Грубейшее насилие над реальным волеизъявлением, которое сейчас будет повторено, вот уже фактически в ближайшее самое время. Еще раз кинут народ Молдавии точно так же и совершенно не постесняются при этом, пересажав там всех, кто мог бы победить и разогнав. Ну, мы это видели на примере Румынии, где аналогичная операция по захвату выборов была проведена. И, видимо, это будет происходить еще не раз на наших глазах. Что делать? Вот если, так сказать, встает вопрос судьбоносный, быть или не быть определенному слою европейской политической бюрократии у власти, то тогда наплевать и на чистоту выборов. Но это отдельная история. А вот что же происходит с ключевыми европейскими странами, в первую очередь с Евротройкой? Это Германия, Британия, Франция. Да, происходит в них в первую очередь, и это самое большое значение имеет, но не только в них, в других странах тоже, происходит смена европейских политических и бюрократических элит. Пока в Соединенных Штатах Америки утвердился Трамп и трампизм как явление соответствующее политическое, и пока там идет зачистка глубинного государства и байденовской элиты, ничего подобного в Европе не происходило. Здесь по-прежнему оставались у власти, условно говоря, байденовские элиты во всех европейских странах. И в прежнем ключе они работали. В парадигме той идеологии, когда светлые демократические государства, объединившись в коалицию и подняв знамена, значит, идут в мировой поход против коалиции автократий. Для того, чтобы с боем, значит, всех тиранов свергнуть и утвердить мир, основанный на наших правилах, которые мы ни с кем не собираемся обсуждать. Вот в этой парадигме воспитанные, взросшие политические элиты пока по-прежнему остаются у власти в ключевых европейских странах, но сдают эти позиции, проваливаются и политически, и электорально. Самый яркий пример – это Франция. Действительно, там у Макрона популярность ниже 15%. Действительно, второй раз за год падает правительство им созданное, и если даже ему удастся сколотить новое правительство, оно опять будет беспомощным импотентом, потому что нет большинства в парламенте, и наоборот есть претензии от правых и левых. Я думаю, что так просто Макрон не отделается на этот раз. Скорее всего, левые, и в частности непокоренная Франция во главе с Меланшоном, будут требовать сначала всеобщей национально-французской забастовки. И требование главное этой забастовки, если им удастся сколотить соответствующий фронт,
это досрочная отставка Макрона. Понятно, что провернуть ее по Конституции очень сложно, но выйти на улицы с таким политическим требованием, подкрепленным забастовкой и, может быть, не дай бог, баррикадами, да, это в состоянии у французов есть такие навыки, такие компетенции. Вот, они специалисты не только в коньяках и шампанском, но и в организации революций. Вот, и я думаю, что обострение произойдет, и Макрону придется серьезно задуматься, не надо ли ему все-таки уйти в отставку и не дожидаться 27-го года. Получается, союзники у Зеленского как песок уходят сквозь пальцы. Да, да, вот следующий под вопросом Кир Стармер, ближайший друг через Ла-Манш. Там просто трагедия уже британской, старейшей британской демократии. Дело в том, что традиционные две партии, которые делили власть и как партнеры в контрдансе менялись местами, это консерваторы и лейбористы, вот они обе, эти партии, просели. Они сначала меняли друг друга, но настолько дискредитировали обе себя, не представляя никакого реального выбора населению, просто повторяя одни и те же провалы, передавая одни и те же глупости и чудовищные решения просто как вот эстафетную палочку друг другу, что вырос реальный враг для них, который их готов сменить и сместить. Это Найджел Фарадж, его партия Reform Britain, то есть «Реформируй Британию». Значит, они уже напобеждали на местных выборах очень много. Да, в Палате общин у них пока только 4 человека, но по опросам, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, то они чуть ли не 400 человек провели бы в Палату общин и могли бы уже формировать правительство. Недавно на днях Найджел Фарадж, лидер этой партии, популист и лучший друг Дональда Трампа, что очень важно в данном случае. Так вот, он провел национальную конференцию своей партии в Бирмингеме, и там в битком набитом зале он просто вот под гром оваций, как произносил такие инвективы, что две традиционные партии Британии, консерваторы и либералы, уже мертвы и никогда не воскреснут, и что только наша партия способна спасти из бездны отчаяния британского избирателя, что мы должны быть готовы взять власть в любой момент. И хотя выборы по графику значит, в 29 году, мы будем требовать, чтобы их провели в 27 году. И вот готовьтесь, мы придем к власти, мы там вышлем всех нелегальных иммигрантов, изменив законодательство, мы прекратим их приток, мы сделаем то, мы сделаем это. В общем, такую трампийскую программу предлагает для Британии и пользуется очень серьезной поддержкой из-за океана. Если Трамп у Фараджа друг, то Джеймс Венс, вице-президент, близкий советник. Он ему помогает реально. Вот как и что нужно организовать. Так что Британия... Слушайте, ну у них, конечно, в этих западных элитах какая-то странная история происходит. Вот если коснуться американцев еще немного, ну вот конкретно американцев, да? Ну, Бессент там кому-то лицо хотел начистить на одном из ужинов. Ну, он известный драчун, Бессент. Ну, то есть... У него таких эпизодов в его биографии, ну, десятка-полтора. Когда он пытался публично. Как-то же замяли с Маском вот эту, типа, да, историю, а тут новая возникла, да? Плюс еще опять как бы достают снова и снова Эпштейна. То подарки какие-то там, письма силуэтом женским, то подписи, то чеки на 20 с лишним тысяч долларов, типа там с намеком, да, на что-то. И вот поднимают это все, поднимают. Вообще, конечно, такая достаточно история. И вы знаете, я вот смотрю на вот эти все, ну, как бы, там где-то американские новости, где-то европейские. Кажется, всем плевать стало на Украину одномоментно.
Ну вот кажется, стало всем плевать. Идет там что-то, воюют, какие-то там обстрелы, кто-то что-то прилетело. Ну, как бы, ничего ж такого нет. Вот смотрите, вот в Непале какие яркие события. Раз и все, там побили премьера, там отставка президента, а тут говорит, нет, не отставка. В общем, там вот это вот все, да, вот это ярко, вот это я понимаю, вот это вот действительно. А тут что? Привыкли. Смерти, украинцы с русскими рубятся, да, себе там, и как бы и все хорошо. Такое ощущение, что эту зону вот эту изолировали, да, зону войны, трагедия и страдания, и там вот это все там будет продолжаться. Ну, поляки еще повозмущаются, вы тут скажут, там у белорусов с россиянами учения Запад 2025, мы границу закроем на несколько дней, ну, Беларуси и Польши. Ну, вот как бы и все. Ну, немножко там Медведев со Стубом заочно подискутируют о том, что Финляндия там будет нападать ну, на Россию, да? То есть, ну, сделали заявление и сделали. А всем абсолютно вот этим элитам, перед которыми традиционно, скажем так, на задних лапках элиты украинские, да, а у них их другие заботы у них. Как тогда войну закончить? Ну, давайте разделим это на два отдельных театра. Вот в театре, где все на авансцене, где важнее всего быть на гребне медийной волны, да, в этом театре подустали от украинской темы. Действительно. И любое яркое иное событие, ну, например, действительно важное событие, как парад в Пекине военный, который очень много нового обозначил в человеческой истории. Или ситуативные такие всплески, как вот этот бунт молодежи в Непале, да, с показательным там избиением министров и сожжением уголовных дел. Но это все перехват внимания, перехват вот этой медийной волны. И понятно, что те, кто ориентируется в первую очередь на медийную волну, кто любит быть участником войны на экране домашнего компьютера, они вот легко уже переходят на любую другую тему, не цепляясь за Украину. Но это не значит, что Украина потеряла значение и украинский военный конфликт. Нет. Вот сейчас фактически что происходит? Я прошу только еще разок прощения, если я буду чуть длиннее, чем мне хотелось бы говорить, а вы меня прерывайте, смело останавливайте, когда я затяну. Так вот, происходит важный перелом в мировой геополитике. Происходит ну, такое своеобразное разделение мира, мира международных отношений на две части. Остается пока коллективный Запад, хотя он внутри себя и расколот, и разобран частично, и формируется, внимание, коллективный не Запад. Не-Запад. Вот что мы, собственно, увидели. Самоорганизацию не Запада. Вот в ходе этого дипломатического ралли в Китае 31 августа-3 сентября с кульминацией в виде парада в Пекине. Это самоорганизация не Запада. В центре этой самоорганизации то, что Евгений Примаков, наш такой внешнеполитически серьезный мыслитель, называл РИК – Россия, Индия, Китай. Но пока это выглядит скорее как КИР – Китай, Индия, Россия. Вот эта самая тройка, она становится организующим центром не Запада. Это не значит, что весь не Запад сразу становится под некие новые знамена и возникает какая-то сплоченная коалиция. Нет. Это действительно тоже внутреннее такое противоречивое пока облачное такое объединение, но оно будет консолидироваться вне всякого сомнения. И вот та часть мира, которая пока еще не определилась и хочет быть по обе стороны, например, тюркский мир или арабский мир,
они постепенно будут дрейфовать. И, скорее всего, все-таки дрейфовать ближе к вот этому не Западу, понимая, что там будущее, потому что там есть позитив, там есть желание там вот эти строить транспортные пути, там есть желание иметь свободную торговлю, там есть желание иметь мультивалютные платежные платформы, не навязывая никому политических условий, не прибегая к диктату. Вот, то есть там есть некий позитив, некое строительство, создание зоны сопроцветания в будущем. Да? А с той стороны, со стороны коллективного Запада, значит, бесконечные истерики, угрозы, тарифные накаты, значит, попытки там за твой счет поживиться, режимы поменять, что-то отобрать. И вообще они сами между собой ссорятся. Они сами там друг друга постоянно ненавидят. И вот эта самая элита, которая сейчас в Европе, элита двойной ненависти. Она одновременно ненавидит и Россию, и Трампа в Соединенных Штатах. И что там с ними делать тогда? Нет, вот прибиваются к тому незападному берегу все больше и больше государств. Хорошо, война в Украине, на которую всем плевать, получается, должна закончиться когда? Вот. А война в Украине оказывается на фронтире этих двух миров. Вот так повезло Украине, значит, что она оказывается на фронтире этих двух миров. И тот факт, что эта война закончится, пусть не полным поражением Украины и не полной победой России, но все-таки закончится именно этим, то есть Россия настоит на своих минимальных требованиях, на своем минимальном необходимом пакете, будет означать, что этот самый мир не Запада утвердился, что он как бы колышки забил, да, что он взял фронтир под контроль, что он не допустит больше перетаскивания каких-то других государств на ту сторону. Вот, да, попав в контекст вот этой геополитической колоссальной перегруппировки, да, украинский конфликт уже совершенно иначе смотрится. И сейчас, кстати, вот Китай возобновил формирование клуба друзей мира, будет собирать очень многие незападные страны в этот самый клуб друзей мира. Он одно время завесил идею, объявив сначала о ней, а вот сейчас будет этот клуб расширяться, и мы скоро увидим еще одного игрока на поле дипломатии по завершению украинского конфликта. Когда завершится, я думаю, что активная часть боевых действий все-таки в основном должна завершиться к концу этого года, ну, во всяком случае, к весне точно. Почему? Потому что не секрет, Россия ведет боевые действия с ограничениями. Причем ограничения действуют и на украинскую сторону, и на российскую сторону. На себя Россия накладывает ограничения, это значит без тотальной мобилизации война, без закрытия границ, без полной перестройки всей экономики на военные рельсы, ну там еще некоторые вещи. Очень малая часть бюджета пока расходуется на оборону. Значит, что касается Украины, да, это без тотальной войны городов. Это скорее отдельные эпизоды, когда удар попадает в города, без тотальной инфраструктурной войны. Ее до сих пор не было. Ну, еще есть целый ряд ограничений, в том числе касающихся ударов по руководящим кругам. Значит, у меня такое ощущение, что вот в этот осенне-зимний сезон некоторые ограничения будут или сняты, или серьезно скорректированы, ослаблены. То есть будет усилена инфраструктурная война в первую очередь, и, может быть, не дай бог, и война городов. И это как бы, по идее, может оказать дополнительное такое стимулирующее воздействие к тому, чтобы война побыстрее завершалась, чтобы иллюзия о том, что можно как-то вывернуться и отпетлять, и что можно, проиграв войну на поле боя, каким-то образом путем дипломатических безумных маневров, столкнув одних с другими или с кем-то там договорившись о сделке, как-то оформить себе ничью на бумаге. Вот все эти иллюзии, скорее всего, рухнут в течение ближайшей осени. И на финиш, если мы не выйдем до конца года, на что я очень надеюсь,
хотелось бы выйти, то, по крайней мере, к весне, к очередной годовщине начала масштабных военных действий, я думаю, что финиш будет уже очевиден, необходим и реален. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, мира и благополучия всем нам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.